Не брать кредит и точка. Надо ужаться, надо вложиться в этот бюджет. Самая главная ошибка – не структурирование своих расходов. Банки не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Это ловушки. Кто дурак? Ты дурак. Кредитная кабала. Друзья мои, я хотел бы к вам обратиться сейчас сперва, что прежде чем я, Леша, на вопросы буду отвечать, я вас каждого призываю, пишите мне в комментарии темы, на которые вы хотели бы, чтобы я сделал выпуск. А то Леша все выбирает темы. Пишите ваши темы, жду ваши предложения. Игорь, очень часто люди жалуются, что при любой зарплате денег не хватает. Люди получают зарплату, проходит пару дней, и денег уже нет. Можете ли вы назвать главные ошибки людей при трате денег? Самая главная ошибка – не структурирование своих расходов. Например, сколько бы ни было денег, я первым делом покрываю свои гигиенические потребности, и если что-то остается, тогда я вкладываю деньги в образование или что-то, или в резервы. Вот это самая большая ошибка. То есть таким образом ты финансируешь то, что сейчас, и совершенно не финансируешь то, что завтра, и вообще не финансируешь то, что может быть. Поэтому очень важно в этот момент, услышав это видео или, не знаю, почувствовав что-то знакомое, может быть, кто-то наверняка уже много раз сталкивался с похожей ситуацией, когда он говорит, нет резервов, и что-то я очень тактически действую, но как бы все время как белка в колесе, со мной не происходит чего-то желаемого. Вот это все симптомы, когда надо просто сказать стоп, просто стоп, взять листок бумаги, да, и написать. «100 единиц». И написать, что я позволяю себе не больше 50, например, единиц потратить на еду, кров, значит, шмотки. Все. Например, 30 единиц у меня будет зарезервирован для образования, развития и развлечений. Да, и 20% будет это создание непредвиденных резервов. Дальше у меня поступает, например, 100 тысяч рублей. Все, у меня есть 50 тысяч рублей на еду, кров и так далее. И что мне делать, если у меня еда, кров занимает больше 50 тысяч рублей? Надо ужаться. Надо переехать в квартирку поменьше и так далее. Надо вложиться в этот бюджет. Либо что делать? Либо расширить доходы. Недофинансированность вот этих двух тем, непредвиденные расходы и средства на развитие, вот это, я бы так сказал, ошибка. Ну, структура — это, скорее всего, способность увидеть, что у тебя недофинансированы вот эти вот статьи расходов. Подробно показываю, что на эти 100 тысяч влияет вот эта сумма. Вот если ты вкладываешь деньги в личностное развитие, в образование и так далее, твои 100 тысяч могут превратиться в 200. Если ты ничего не вкладываешь, твои 100 тысяч, ну, они будут в лучшем случае оставаться там 100 тысяч или как бы может слишком медленно расти. Очень опасно оставаться в такой ситуации. Опасно не инвестировать в развитие. Есть очень простое правило жизни. Если даже у тебя сейчас все хорошо, дела идут на лад и так далее, и ты не развиваешься и не откладываешь деньги на резерв, то придет некое событие, черный лебедь, неважно, как оно называется, в какой момент дела у тебя все разрушатся, да, и у тебя все будет очень плохо, а ты не успеешь среагировать, потому что ты не подготовлен, и резервов у тебя нет, и ты сгоришь, умрешь и так далее. Очень обидно. Допускали ли вы такую ошибку? Слушай, однажды была такая история, на кровлях за сезон я заработал 1400 рублей, как сейчас помню. Бес меня попутал, я купил свитера. Я думал, это из ангорской шерсти. Потом я узнал, что это какая-то синтетика. То есть я нарушил правила структурирования. У меня 1400 рублей
Я использовал все эти 1400 рублей, ну, да, и так, в рискованную операцию, вот, и полностью прогорел. Сразу скажу, из этих свитеров мне ни одного не удалось продать. То есть вот я нарушил правила расходов, и потом у меня, в общем-то, ну, можно сказать, всю зиму, всю осень, ну, там, ну, как бы не было денег. Зато было что надеть. Нет, надеть не было что, потому что это синтетические эти свитера, они усаживались до размера каких-то детских, ну, в общем, какой-то полный ад, короче, даже рассказывать не хочу. Но это была вот ошибка. Ошибка нарушения структурирования финансирования. Ну, я сделал такую вот типа ставку «пан или пропал». Знаешь, и в результате пропало. И мне было не очень хорошо. Когда вы рассказывали про структуру расходов, вы сказали, что если мы не помещаемся в какую-то категорию, то нужно ужаться и эти расходы сократить. Но бытует мнение, что сокращение расходов – это стратегия плохая. И надо не расходы сокращать, а доход увеличивать. Что вы думаете об этом? Я сторонник этой теории, но здесь есть нюанс. Называется «А как увеличивать доходы?». Вот тут надо обратиться к структуре расходов. Если в моей текущей структуре расходов недостаточно расходов на то, что позволяет мне расширять доходы, вот я попал в западню. Тогда как я поступаю? Я беру текущую структуру расходов, увеличиваю там расходы на то, что мне позволяет увеличивать доходы, и тогда в моей структуре автоматически возникает следующее. Вот это вот статья расходов, связанная с развитием, и статья расходов, связанная с резервами, на всякий случай. Потому что если в моей структуре расходов сейчас 0 или очень мало расходов, связанных с развитием, мои доходы вряд ли увеличатся. Сейчас вы можете себе позволить ни на чем не экономить. Но есть ли у вас вещи, на которые вы предпочитаете деньги не тратить? На самом деле вещи, они захламляют нашу жизнь. Вот мою точно захламляют. Чем больше вещей, тем больше беспорядка всегда. Поэтому я сдерживаю себя в добавлении новых вещей. Может, я и мог бы там что-то вот еще там купить, но я понимаю, что я это куплю, приобрету, и удовольствие от момента, ну, покупки, от обладания чем-то сменится потом гигантским разочарованием, что мне теперь надо думать, как это охранять, как это ремонтировать, как это обслуживать, куда это девать, куда это складировать и так далее, и все. Если мне что-то надо, я говорю, ну, там, хочу я какую-то машину новую. Я говорю, ну, возьмите ее мне в аренду на 2 недели. Я на ней покатаюсь, вот, удовлетворю свое любопытство там. Ну, все. Обычно после 2 недель, говорю, что это? Унесите, потому что она просто двор захламляет. А на каких вещах вы точно экономить не будете? Ну, например, мне очень важно, просто вот, ну, очень важно, какое вокруг меня окружение. Я на этом не экономлю. То есть я постоянно инвестирую и несу расходы, осознанные расходы на то, чтобы создать вокруг себя, то есть и быть частью, например, сообщества, и создать вокруг себя это же самое сообщество людей, среди кого мне, ну, хорошо. Потому что я знаю, что я, мои мысли, это вообще, говорит, даже не я. Ну, что тут вот, тело, оболочка, это такая сенсорика, все это способность агрегировать мысли, чувства, практики людей, которые меня окружают, и проводить их, воплощать, ну, где, ну, в зоне, где там я живу. Игорь, сколько вы тратите в год на себя и семью? Где-то в районе $100 000 в месяц. Ну, это несколько, там мой дом, дом мамы, там квартира тещи, очень важная статья расходов. Какие-то поездки, какие-то шмотки, ну, то есть достаточно большое хозяйство, помощники, там, водители, машины, содержание и так далее. То есть, ну, такое достаточно большое разветвленное хозяйство. А это примерно 0,5% от вашего ежегодного дохода. Вот из всех этих расходов какая самая большая статья? Ну, слушай, например, большой статьей в этом году будет, например, поездка на Алтай всей семьей.
Там мы жили в таком месте, где даже дрова привозят на вертолете. Там лес кругом, но нельзя рубить, потому что заповедник, и дрова привозят на вертолете. Дорогое удовольствие. Представляешь, какие там дрова? Дороговатая такая штука, то есть это бюджет вот этого выезда получился, я потом думаю, о, нормально. А вот недавно пришлось заплатить за расширение газовой трубы 5 миллионов рублей. Ну, «Газпром», значит, получил 5 миллионов рублей за то, что расширил подачу газа к моему дому. Я съездил как-то тут в Японию и увидел, что у них вообще, когда там морозно, там, значит, снег или что, у них ни на одном пешеходном переходе нету даже капли воды, льда, ничего нет. Я узнал, что у них все пешеходные переходы, абсолютно все дорожки, все отапливается, чтобы люди, не дай бог, не упали. Почти как в России. В общем, я хотел для эксперимента сделать это у себя дома. В результате устроил массовую реконструкцию, сказал, поставьте мне котел, подведите газ, трубу. Все площадки, все дорожки должны отапливаться, чтобы когда снег идет, он тут же таял. Игорь, давайте перейдем от больших цифр к более реальной ситуации. Люди не только структуру расходов не ведут, но еще и кредиты бытовые берут. Да. Почему так происходит? Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее. Это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь. Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор или эта квартира или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели это, кстати, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства. Ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Игорь, а почему в России настолько низкий уровень финансовой грамотности? Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных людей садим на кредитный кукан. Это вопрос регулятора. И до той поры, пока этический вопрос нагружать долгами людей, которые не могут этому противостоять, и регуляторный вопрос разрешать банкам выдавать кредит тем, кто не может оплатить этот кредит, люди будут страдать от этого в огромном количестве. И поэтому я говорю, когда Греф призывает людей быть более финансово грамотными, создает какие-то там курсы финансовой грамотности, совет господину Грефу пролоббировать
регуляторный вопрос в России, что ответственным за неспособность заемщика оплатить кредит в потребительских кредитах или в каких-то таких вот продуктах, которые берут не очень богатые, прямо скажем, люди, что ответственным за неспособность заемщика заплатить по кредиту является банк. Ты хотел выдать ему? Окей. Ты оцениваешь его способность тебе вернуть. Если ты выдал, а он не может вернуть, кто дурак? Ты дурак. Не выдавай в следующий раз. До тех пор, пока такой регуляции в отношении малоимущих людей не будет, мы будем иметь тысячи, десятки и сотни тысяч покалеченных судеб.